Привет, друзья! Хотите удивить детей, гостей и близких? Тогда приготовьте милое и забавное печенье – ежики и желуди. Процесс приготовления простой и увлекательный. Печенье получается не только красивым, но и очень вкусным. Приготовлю тесто. В миску кладу размягченное сливочное масло. Добавляю сахарную пудру, соль и ванилин и одно яйцо комнатной температуры. Перемешиваю все миксером до пышной массы, примерно 2-3 минуты. Постепенно всыпаю муку, смешанную с разрыхлителем, и замешиваю тесто сначала лопаткой, а затем руками. Это тесто замешиваем очень быстро, чтобы масло от тепла рук не стало таять. Тесто должно быть мягким, сухим и нежирным. Накрываю и убираю в холодильник на полчаса. Затем тесто делю на 2 равные части. Из одной у нас будут ежики, а из другой желуди. Затем беру небольшой кусочек теста и формирую ежика. Это будет овал с удлиненным концом, то есть мордочка ежика. Кусочки можно отрезать на глаз или уже воспользоваться весами, чтобы все фигурки были одинакового размера. У меня примерно по 25 грамм. Когда будете работать с тестом, старайтесь также все делать быстро, ведь тесто у нас песочное и оно не любит длительного контакта с теплыми руками. Дети также с большим удовольствием принимают участие в процессе приготовления таких милых зверюшек. И сразу же перекладываю печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки. Теперь желуди. Также формируем овал и делаем хвостик. Вот что должно получиться. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. У меня после выпечки образовались настоящие компании, поэтому имейте в виду, что между изделиями должно быть расстояние. Печенье в духовке не передерживаем, чтобы донышко оставалось светлым. Для украшения нам потребуется шоколад. Его нужно растопить в микроволновке или на водяной бане. Добавляю сюда же немного растительного масла и перемешиваю. Если у вас нет шоколадки, то можно приготовить обычную простую шоколадную глазурь. Рецепт я оставлю в описании под видео. Когда печенье полностью остынет, наносим растопленный шоколад. Это очень удобно делать обычной кисточкой. И пока шоколад не застыл, опускаем ежика в кокосовую стружку. Также печенье можно держать над тарелкой и просто посыпать кокосовую стружку сверху. И теперь рисуем глазки и носик. И теперь желудь. Шоколадом обозначаем ему шляпку.
и опускаю его в измельченные грецкие орехи. Красивые и милые печенюшки ждут вас всех к чаепитию. Такое печенье можно приготовить в любое время года, но особенно оно порадует всех в предновогодние и рождественские дни. Вместо кокосовой стружки для посыпки можно использовать тертый шоколад или мак. Печенье получается очень вкусным, оно нежное, песочное и рассыпчатое. Друзья, желаю вам удачной выпечки, готовьте с удовольствием, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!